Привет, хочу записать небольшое видео о том, как, собственно, показать прерывистую инсталляцию. Для этого в настройках надо проверить, чтобы были настроены соответствующие параметры. В данном случае нас интересует три, три настройки. Одна из них отвечает за минимально необходимый временной диапазон в том случае, если мы имеем прерывистую инсталляцию. В данном случае я указал час. И нужно указать две пометки. Одна пометка добавится в результат в том случае, если есть прерывание инсоляции. И дополнительно еще можно указать пометку, если необходимо, которая будет добавлена, если мы имеем прерывистую инсоляцию и при этом при этом ни один из диапазонов инсолирования не превышает вот это значение. Как, собственно, это работает на практике. После расчета я запускаю расчет, выделяю все наши панельки, ждем, когда они рассчитаются, и имеем вот такую картину. В данном случае настроено несколько фильтров, три фильтра. Один из фильтров красит панельки в красный цвет, если мы имеем прерывание и при этом имеем меньше, чем 2 часа инсолированного времени суммарно. То есть с прерыванием мы исходим из того, что нужно иметь 2 часа инсоляции. И в данном случае, имея наши метки, можно настроить таким образом фильтр. Я чуть позже покажу, как, собственно, эти фильтры выглядят. Фиолетовым покрашены те панельки, которые в данном случае имеют также прерывание, но при этом ни один из диапазонов не превышает час и не равен часу. Например, если их визуализировать, мы видим, что здесь два временных диапазона, когда мы имеем инсоляцию, и при этом каждый из них, он менее часа, менее того значения, которое мы выставили в настройках. И, собственно, синие панельки — это те панели, которые не инсолируются, в данном случае указано, не инсолируются точнее, более чем 1,5 часа. И, собственно, как это работает, как настраивается графика. Если мы пойдем посмотрим в настройки переопределения графики, здесь три фильтра. В данном случае BIM Intermittent Solar 3, 2 и 1. И каждый из них выглядит следующим образом. Solar 1 фильтр выглядит довольно просто. То есть наш коммент, значение в параметре коммент, который мы указали как параметр, который записывается результат расчета, меньше либо просто меньше, чем 90 минут. То есть если мы имеем инсоляцию менее 90 минут, мы красим это синеньким. Если посмотрим на второй фильтр, Solar 2, мы видим, что здесь чуть сложнее условия, то есть должно быть, наверное, меньше, чем для того, чтобы покрасить панельку, меньше, чем 120, менее чем 2 часа, например. И это все, вот это ограничение 120, да, актуально, если мы имеем прерывистую инсоляцию. То есть и пометочка, что инсоляция прерывистая. Вот в этом случае, если у нас менее 2 часов, при прерывистой инсоляции выполняются два условия, мы можем покрасить, обозначить эти панельки каким-либо цветом. Третий фильтр добавил просто для демонстрации. Если мы еще дополнительно хотим обозначить панельки, которые с прерыванием, которые имеют пометку, что каждый диапазон в этой прерывистой инсоляции не превышает 60 минут, которые мы указали в наших настройках, то их еще дополнительно покрасить.
И, соответственно, после применения этих фильтров имею вот такую графику.